Привет, ребят! Прежде чем начать, напомню про телеграм-канал, где иногда появляются новости, и самое интересное, периодически проходит голосование по контенту. Ваши решения действительно учитываются. А еще я завел Бусти. Некоторые зрители посоветовали это сделать, хотя я долго сопротивлялся, ведь контента у меня не так много. Но с другой стороны, если вы поддержите это новое увлечение, то мне будет проще находить время на новый контент. Вы можете поддержать разово или оформить подписку. Правда, я еще не думал об уникальном контенте для Бусти, но обещаю придумать. FIFA. К этой серии игр вряд ли можно относиться спокойно. Одни ее любят всем сердцем и готовы тратить кровно из года в год, другим совсем не понимают, как и зачем в это можно столько времени играть. Но я думаю, что сегодня я придумал интересный ролик для любой аудитории. В игре есть режим карьеры, то есть мы мячиком играть сами не будем, а заставим мозги из полупроводников управлять биологическими футболистами, покупать игроков и в общем-то вести клуб к процветанию. Эдакий бизнес-симулятор. И конечно, давайте не будем забывать, что это не исследование с огромной выборкой, а контент для развлечения нас с вами. А что касается меня, вдруг кому интересно, то я тоже играю в фифушку. Умею немного, не сказать, чтобы новичок, ну и навыки киберспортсмена у меня вряд ли имеются. Хотя карточек чуть-чуть насобирал, и вот даже победил по сети пару человек. Что достаточно удивительно. Кто любит геймплей фифы и кого не воротит от среднего скилла, то посмотрите сейчас. Больше вы его на протяжении ролика не увидите. Вот тут я, играя с первым игроком, долго не могу забить. Бегаем туда-сюда, а потом раз, вот и еще, и вот пожалуйста. А это со вторым. С партнерами сыгрался более-менее и в общую атмосферу. Только посмотри, какой момент. Это очень важно. Микель Дамсгард с мячом. Тим Кехер. Роналду, опасно! Этот гол лишним не будет. Он поможет сберечь команде очень. Они теряют мяч. Рияд Морес. Морес, забивать надо! Мяч в воротах уже не в первый раз сегодня. Тим Кехер. Пробить бы! Роналду, опасно! Мяч в ворота залетает. До Мореза. И мяч все. Роналду. Роналду, опасно! Криштиану Роналду. Получилось отдать на ход. Здорово принял пас. После такой феерии я решил дать время сопернику поучиться в нападении и давал ему мяч, а сам старался отобрать его. Когда он его получал, он даже так, увы, и не смог забить. В общем, было красиво, и я даже немного погордился собой и перед вами тоже. Но я честно скажу, что это было ровно 2 матча, пока мне какой-то, вероятно, азиат не забил целую 5. В общем, вот такая вот игра. Всем любителям FIFA сейчас будет чуточку скучнее, а любителям GPT станет веселее. Наконец переходим к сути. У нас очередной эксперимент над искусственным интеллектом. Сегодня мы заставим примерить роль тренера GPT-3 и затем GPT-4 и сравним их результаты. У них будет 3 сезона, кто покажет лучший результат, тот и молодец. Увы, других наград, кроме похвалы, у нас что-то нет. Вводные из ролика в ролик не меняются, поэтому кратко. Они знают свою роль, если деменция приходит без стука, то советник их снова приводит в чувство. Они пытаются опираться на бюджет при рекомендациях трансферов, и их задача выйти в премьер-лигу и попытаться удержаться там. Ах да, кто не в курсе, то игра FIFA 23, а боты знают лишь о FIFA 21, но их разум, я думаю, справится с этой задачей. Прошу знакомиться, наш первый тренер, GPT-3 Роботов, известный тренер из Гондураса. Если не слышали, то, видимо, вы не так хорошо знакомы с футбольным миром. А вот команда для тестов, Stoke City, находится во второй по силе лиги в Англии и в целом такая средненькая команда. Но я точно могу наврать, но мне кажется это так. В общем, этой командой по очереди в равных условиях будут руководить GPT-3 и 4. Денег в команде не шибко много, но состав более-менее для старта имеется. Итак, наш тренер пришел, пофотался и отправился к своим обязанностям. Мы выбрали для начала не самый сложный турнир для тренировочной базы, затем изучили свой состав и рассказали об основных игроках боту. Это, честно говоря, очень неблагодарная работенка, но я справился, и он сразу дал рекомендации по усилению позиций. Я попросил его конкретизировать и объяснил, сколько у нас денег, основного ресурса для трансферного рынка, а их у нас 11 миллионов. Вы скажете, а чё так много, а я скажу, что для наших задач это прям не особо-то огромное число. И я, получив конкретные имена, отправился на трансферный рынок искать данные кандидатуры. Всего у нас их 4, по одному на каждую позицию. Усиление требует каждая линия от вратаря до нападающего. Как раз с нападающим у нас вышла заминка. Первого бот не конкретизировал, но предложил Крамарича, который явно не вписывается в бюджет. Пока мы занимались изучением рынка, у нас был предсезонный турнир с 3 обязательными матчами, и внезапно мы его выиграли. Прям так, с наскоку, чуть-чуть пополнив тем самым бюджет.
А по трансферам было много переговоров с ботом, также я ему подбирал лучшие кандидатуры из свободных агентов. Это такие игроки, за которых не нужно платить другим клубам, вы договариваетесь с ними напрямую и нужно лишь оформить зарплату. То есть бот уже исходя из рейтингов, возраста и позиций с опорой на наш состав решал, кого из свободных агентов подписать. По итогу у нас получился состав, где есть явно хорошие игроки, включая вратаря, который был одним из первых предложенных ботом, а также один из игроков с рынка свободных агентов с хорошим рейтингом 76 для игры на фланге. То есть если взглянуть на состав, по большому счету это прям нормальная команда для текущей лиги. Если кратко, то бороться за повышение она может, во всяком случае должна. По итогу трансферной кампании у нас оставалось немного времени до закрытия рынка и немного средств, поэтому я прямо спросил у тренера, чего он изволит делать. Он говорит, что подписав нужных игроков, мы можем приступать к сезону, обозначив, что новым игрокам потребуется время на адаптацию и не нужно забывать о тренировках. Но я о них забуду, пусть сам их там как-то проводит в симуляции. Вот такой я кожный советник-злодей. И работа нашего GPT-3 робота началась. Для начала я решил промотать время до 1 ноября, потом я уже выберу стандарт 2 перемоток, но чтобы убедиться в том, что все работает, мы останавливаемся в этот момент. И как мы можем видеть, почти на половине сезона мы идем на 7-м месте, что по сути говоря не совсем амбициозно для повышения в классе. Я попросил тренера дать оценку промежуточным результатам, он же был более оптимистичен, говорит, это всего лишь начало и 7-е место это хороший старт. Но мне-то что спорить, он же тренер, хорошо значит хорошо. В других турнирах у нас не было особых успехов, больше мы на этой остановке ничего не делали, за исключением решения по одному арендному игроку. Но бот не смог принять этого решения, поэтому вообще ничего не изменилось, погнали мотать сезон дальше. Вот мы и остановились на первой ключевой точке, открытое трансферное окно, половина сезона. Мы идем на 2-м месте, вот это уже хороший результат. Вот наши игроки, в принципе по некоторым видно развитие и горящие плюсики показывают, в каких текущих кондициях они находятся. Все у нас стабильно. Мы сделали замены старта с запасом, выбрав более рейтинговых игроков. Также и ради прикола посмотрели на матч нашей команды с одним из топ-клубов премьер-лиги. И на удивление мы проиграли не разгромно в матчах Кубка. Я поздравил тренера с хорошими промежуточными результатами и предложил список кандидатур на подписание среди свободных агентов, так как нашего бюджета на хорошую покупку уже не хватит после приобретения вратаря. Наш тренер указал, кого нам следует приобрести, а я пошел это все выполнять. На все эти трансферы уходит достаточно времени, поэтому я вас этим занимать сильно не буду. Вот такой у нас составчик, включая тех, кого удалось приобрести, и погнали мотать до конца текущего сезона. Итак, по итогам сезона у нас остался один матч, и мы идем на 5-м месте. Эти места не прямой выход в премьер-лигу, а через стыковые матчи, которые, если победишь, получишь повышение в классе. Посмотрим статистику наших игроков, и как мы можем видеть, новые приобретения показывают себя отлично. Отметим, что бот подобрал хорошего вратаря. Итак, пришла пора промотать матч на повышение. По регламенту 2 матча с одним соперником. И первый матч мы выигрываем с минимальной разницей. А вот второй, к несчастью, проигрываем, и по итоговой серии пенальти мы тоже проигрываем. Повышение в классе отменяется, хотя попытка была славная. Штаб нам сообщает, что не вполне довольны результатами, однако они убеждены, что наш тренер заслуживает еще одного шанса. Бот, кстати, отнюдь продолжает считать, что результаты хорошие и не понимает, какого фига все от него хотят сразу больше. Согласен, поэтому переходим ко 2-му сезону. На новый сезон бюджет у нас немного подрос. Мы начинаем с привычного вопроса, кем будем усиляться. И бот нам выдает список игроков, которых тут же мы начинаем искать и отправлять скаутов формировать по ним отчет, чтобы узнать рейтинг. Потому что бот полагается на рейтинг, возраст и позицию. В итоге мы получили список, согласовали и начали попытки подписывать игроков. И нам это даже удавалось. Сначала мы взяли нового игрока в защиту, а затем форварда. Все они по рекомендациям нашего тренера. Так как у нас остались деньги, то подыщем кого-нибудь на рынке свободных агентов. Тренер согласовал из предложенного списка лишь одну кандидатуру. Мы его подписали и давайте сразу же перенесемся в половину сезона. И мы уверенно идем на 2-м месте в лиге. Это хороший результат и полное повторение прошлого сезона. Наш тренер снова радуется, взял пару выходных и закатил праздник. Он говорит, чтобы я следил и ничего не ломал, коли эта вся система работает, но сделал ремарку о том, что это лишь половина сезона и все-таки придется столкнуться с новыми вызовами. Посмотрим на состав. Отметим результативную игру многих игроков, которых подписал бот. А также по количеству игр тоже подчеркнем, что почти все уверенно играют в старте. Далее бот привычно в половине сезона получил список потенциально интересных свободных агентов и выбрал конкретные трансферы. Я пошел снова заниматься бюрократией, пить кофе и жать руки. Подписав 3 игроков для скамейки, мы с вами переносимся в конец 2-го сезона. И я вас всех поздравляю, потому что наш тренер уже уехал отмечать достижения. Команда по итогам сезона, скорее всего, выходит в премьер-лигу, занимая 2-е место. Точнее, конечно, еще остается шанс попасть в стыки, если мы проиграем последний матч, но то, что удалось сохранить позицию, это отлично. В статистике состава мы можем видеть все так же, уверенную игру в основе всех приобретенных тренером игроков. Теперь давайте узнаем, как закончится самый важный матч 2-го сезона, где определится судьба клуба. И это ничья.
Супер, этого достаточно, чтобы остаться на втором месте и получить прямой выход в высшую лигу. Комитет нас похвалил за работу. В общем, с основной задачей мы справились. Переходим к последнему сезону и попыткам удержаться в премьер-лиге. Нам значительно увеличили бюджет, однако по меркам топ-клубов это не самая впечатляющая сумма в 50 миллионов. Мы информируем тренера о повышении в классе и о новом бюджете. Он нам выдает список игроков, которые по его профессиональному мнению должны усилить команду. Но все они чуть-чуть не вписываются в наш бюджет. Нам трудно подписать даже одного игрока из предложенных. Тем не менее, все-таки смогли совершить пару трансферов среди тех игроков, которые посоветовал тренер. Мы подписали правого защитника и форварда. Это хорошее усиление, а когда они наберут хорошие кондиции, то станет вообще прекрасно. И на вырост мы взяли пару свободных агентов, но в текущих данных они не подходят для основы. Давайте взглянем на итоговый состав для старта сезона и перейдем к перемотке до его половины. И вот половина сезона в премьер-лиге, и мы на 15 месте. Это вполне хороший результат, который позволит нам удержаться. Бот согласился с этим замечанием и сказал, что мы собрали хорошую команду и надеется, что к концу сезона мы также сможем избежать зоны вылета. В других кубках мы тоже участвуем, по составу все относительно спокойно, травмированных нет, а вот голов к этой дате у нас заметно меньше, ввиду того, что теперь мы играем с куда более сильными соперниками. Игроки неплохо прогрессируют, несмотря на то, что у нас есть очевидно слабые места. Бюджет не позволяет нам их усилить, поэтому переходим к финалу эксперимента с первым тренером. Верите вы или нет, но по итогам сезона у нас остался один матч, и мы занимаем 16 место. Даже если мы его проиграем, мы не опустимся в зону вылета. То есть мы сохранили прописку в премьер-лиге. Вот такой у нас итоговый состав. Давайте ради приличия посмотрим финальный матч в сезоне и эксперименте нашего тренера. И он завершается в ничью. Отлично, мы удержались в премьер-лиге. Нас поздравляет руководство, и оно готово с нами сотрудничать. В свою очередь наш тренер снова ликует, всех поздравляет, целует и считает, что это все позволит окрепнуть и развиваться дальше, чтобы прочно остаться в премьер-лиге. И вот наш итоговый результат по истечению 3 сезонов. Посмотрим, что покажет GPT-4, улучшит ли он этот результат. Прошу любить и жаловать, наш новый тренер из Гренады, GPT-4 андроидов. Хороший тренер, который желает скопить денег и переехать в Детройт. Ну и команда у нас остается прежняя, как и все исходные данные. Но прошу учесть, что трансферный рынок по стечению времени меняется ввиду того, что клубы могут совершать другие покупки. Мы также ввели тренера в курс дела и объявили текущий состав. И тренер пошел иным путем, он сразу обозначил не конкретные трансферы, а позиции, которые требуют усиления. Также он отметил, что тактическую схему нам лучше сохранить, чтобы сильно не перестраивать команду. В общем, он подошел основательно. По итогу он выдал 3 фамилии, которые нужно подписать. Вратаря, кстати, он посоветовал ровно такого же, что и прошлый тренер. Мы занялись работой на трансферном рынке, искали, выясняли рейтинги и делали предложения названным игрокам. В итоге нам удалось приобрести 2 из 3 игроков, форварда и левого защитника. Но вратаря нам уже купить не удалось, так как денег на него уже не хватало, потому что агент просил сильно больше его реальной стоимости. Я знаю, как подписывать игроков не совсем честным путем, но мы к таким методам не прибегаем, а играем честно. Тренер нам предложил альтернативы, но и с ними у нас ничего не вышло, поэтому я составил список из свободных агентов, и он выбрал, кого мы подпишем. По итогу мы подписали аж 2 вратарей по решению тренера. Один причем действительно был очень хороший, а учитывая, что мы за него фактически не платили, это прям идеальное приобретение. И вот с таким составом мы начинаем сезон, где очевидно сильная позиция только вратарская. Кстати, предсезонный турнир, в отличие от GPT-3, мы не выиграли. Понятно, что может быть рандом, но отметить стоило. Переходим к перемотке. В половине первого сезона мы идем на 9 месте, что заметно ниже результатов предыдущего тренера. Я поделился этой новостью с тренером, на что он выявил скромненький позитив и сказал, что все норм, ведь есть еще половина сезона. По составу развития видно, но по статистике новые игроки не сильно выделяются в команде. В итоге мы сделали небольшое усиление с рынка свободных агентов, где снова приобрели одного из игроков прошлого эксперимента. Вот такой состав у нас вышел, и мы принялись симулировать сезон далее. Как вы думаете, какое у нас место? Совершенно правильно, 11-е. То есть это совсем не близко к прямому повышению. Тренер попросил не оценивать слишком строго этот результат и уверил, что все будет в порядке. И более того, он видит некий прогресс. Ага, с 9 места на 11-е. Прогресс наоборот. И все-таки он считает, что показательным будет именно следующий сезон. Сделаю ремарку, что по итогам последнего матча мы таки добились 10 места. Что ж, проверим, что будет в следующем. По составу у нас статистика немного улучшилась для приобретенного форварда. Он стал лидером по забитым голам, поэтому этот трансфер тренера мы считаем успешным. Ну и вратарь тоже играл почти всегда в старте. Многие игроки также улучшили свои навыки, поэтому зерно истины в словах тренера имеется. Бюджет на новый сезон у нас не вырос, а остался на уровне 11 миллионов. Тренер на основе всей информации своей базы, напомню, 2021 года дал нам хороший по объему список игроков, однако они уже при первом даже взгляде очевидно были не по нашему карману. Поэтому тренер составил новый список игроков, которых стоит поискать на рынке. И мы принялись выполнять, однако подписали мы лишь одного игрока из упомянутых тренеров.
тренером, но с хорошим рейтингом, потратив почти весь бюджет. Но подписали еще одного правозащитника из свободных агентов. На конкретных свободных агентов, чей рейтинг был известен, тренер дал свое решение не подписывать. Поэтому вот такой у нас состав на старт второго сезона. В первой половине второго сезона мы занимаем третье место, что уже заметно лучше. Мы в одном шаге от прямого выхода, но впереди еще много матчей. Наш тренер же отметил, что это невероятно потрясающий результат, будто он учит меня радоваться. Он считает, что команда сильная и, мол, все будет хорошо. Однако, согласно статистике игроков, мы обнаруживаем, что один из основных игроков у нас травмирован. Но он выпадает лишь на пару матчей, однако мы уже знаем, что пару матчей могут решить судьбу клуба. А в остальном прогресс у игроков есть, и это хорошо. Тренеру был предоставлен список свободных агентов скорее для скамейки и запасы, ну и ротации состава, чем для старта. И из большого списка он предложил подписывать всего лишь 3 игроков. Мы этим занялись, а еще тут важно отметить, что нашей работой не шибко-то доволен комитет. Говорит, мол, что-то надежд на нас было как-то побольше. Ну да ладно, взглянем на состав. Временно наш основной вингер был заменен, я его потом верну в строй, не волнуйтесь. Симулируем. Второй сезон мы закончили на 4-м месте, в зоне стыков, то есть нам нужно сыграть со слабейшими командами премьер-лиги и попытаться одолеть их, чтобы заслужить повышение. Прямого перехода, увы, мы не достигли. Что касается игроков, по статистике видно, что наш травмированный игрок залечил свои травмы и продолжает феерить на поле. А теперь самое время посмотреть стыковые матчи и узнать результаты. Первый матч мы сыграли в ничью, тревожненько, но не проигрыш. А в ответном матче мы выиграли с минимальным преимуществом. Мы отправили Норвич в нашу лигу. Но сами пока не заслужили повышения, и в финальном решающем матче мы одолели Кристал Пэлас, что говорит о неплохом нашем составе. И вот теперь можно поздравить себя, вас, тренера, и закатить пирушку. Мы поднимаемся в классе. Тренер, в свою очередь, рад и отмечает наш непосильный совместный труд, и что, мол, мы заслужили такой итог. Комитет дает нам еще сезон, однако прям всем своим видом показывает, что мечтали о другом тренере. Еще пишут, знаете, прям так с точками на конце, без смайликов, мол, совсем фу. Я про это тренеру не говорил, ну, чтоб не расстраивать. На новый сезон, видимо, из-за не совсем дружеских отношений нам выделили лишь 38 миллионов, и тренер сразу дал информацию о том, каких игроков покупать. Мы тут же смогли приобрести одного из них. И опять слили бюджет, но игрок реально крутой в центре защиты. Далее по классике был предоставлен список свободных агентов, где мы смогли подписать одного игрока. Просто для других трансферов не хватило денег на зарплаты. И в итоге имеем такой состав. Переходим к симуляции. В середине сезона мы идем на 17 месте, ровно на той позиции, которая не вылетает, а вот уже 18 место может, и отделяет нас всего 1 очко. Тренер тоже отмечает, что главное, что не в зоне вылета, и важно бороться за каждое очко. Это все понятно, там, молодец. Посмотрим на игроков. В статистике с голами прям совсем не важно, и от чего-то лидером является атакующий полузащитник. Ну ладно. Атмосферка в команде, конечно, не огонь. Игроки что-то недовольны результатами, как будто не от них в том числе он зависит. А руководство прям совсем уже скуксилось. Я озвучил тренеру актуальный состав и спросил про схему, стоит ли ее менять, на что тренер заявил, что стоит рассмотреть изменения, чтобы встроить СОП-позицию. Молодец, применим это и перемещаемся с вами на следующую остановку. А следующая остановка у нас это увольнение в паре месяцев от конца сезона. Поздравляю, нас обвиняют, что мы с игроками не смогли договориться. Однако дело в том, вот послушайте, что они хотели лучших результатов и просили нас купить хороших игроков на усиление состава. Это игроки просили. То есть это сюрреализм какой-то. Денег у нас нет, эти игроки не могут, но хотят лучшего места. Руководство, воспользовавшись случаем, денег тоже не дали и сказали: уходи. Чтобы как-то логически завершить этот эксперимент, коль времени до конца сезона оставалось мало, мы устроились в другой клуб, чтобы просто досимулировать и посмотреть результат нашей прежней команды. В роли тренера вообще другой команды мы закончили сезон на 12 месте, хотя это вообще никак не важно. А вот наша команда, где мы трудились почти весь сезон, занимает 18 место, что является первым местом среди стыковых матчей, то есть попадает на одного из слабых оппонентов низшей лиги. Но у нас еще есть один матч, промотаем его. И вуаля, Сток-Сити не вылетает и остается в лиге на 17 месте. Таким образом, мы получаем вот такой сравнительный результат двух тренеров. По итогу тренер из Гондураса GPT-3 справился лучше, но фактически результат получился одинаковый. У GPT-4 изначально с первыми трансферами что-то пошло не так. Конечно, еще раз отметим, что это развлечение ради, и нельзя делать вывод, что это прям мега-эксперимент, где GPT-3 дал подзатыльник GPT-4. И все-таки он был в этом примере успешнее. Ну что, друзья, спасибо за просмотр и встретимся в скором времени, но уже в другом видео.